Всем привет! Сегодня мы опять на рыбалке. Ловить мы будем целые сутки, но в основном будем рассчитываться на ночь. Мы находимся на нашем старом добром Русановском проливе. Раньше это место нам приносило очень хорошие результаты, поэтому посмотрим, что нам принесет данная рыбалка. Также здесь все заросло травой, поэтому еще такой небольшой бонус. Мы на этой рыбалке будем впервые купаться в водоеме в этом сезоне. И, конечно же, наша рыбалка начинается с приготовления прикормки. Поэтому сейчас я немного расскажу о нашем замесе. На этой рыбалке мы будем использовать прикормку более светлых тонов. Поэтому мы взяли вот такую прикормку универсальную. Прикормку темный лещ. И поскольку здесь на проливе достаточно большое течение, мы эту прикормку немного утяжелим с помощью прикормки ривер. В переводе река. Также будем еще использовать сухую и жидкую ароматику. В качестве жидкой ароматики у нас карповый бустер Скопекс, довольно-таки с приятным таким сладким запахом. И в качестве сухой ароматики мы добавим стик шоколада. И для того, чтобы всю эту прикормку украсить, немного добавить крупной фракции, мы в конце добавим постанчину. А небольшой особенностью этой рыбалки будет то, что при каждом забросе мы будем пробково добавлять в кормушку вместе с прикормкой ферментированную кукурузу, которую мы совсем недавно приготовили. А также сейчас у нас варится горох. Приступаем к приготовлению прикормки. Высыпаем ее в тазик. Сразу же добавим стик шоколада. И теперь в сухом виде хорошо ее перемешиваем. Когда сухую прикормку мы перемешали, добавляем в нее бустер. Перемешиваем. И когда перемешаем, оставляем ее настаиваться на 10-15 минут. После чего сделаем первое увлажнение водой. Все, прикормку мы 2 раза увлажнили, просели через сито с ячейкой 4 мм. И она, в принципе, у нас готова. Осталось только добавить постачину. Высыпаем постачину и хорошо перемешиваем. Когда прикормку мы полностью перемешаем, мы начнем подготавливать наши рабочие места и начнем нашу рыбалку. Наконец-то мы подготовили свои рабочие места, уже заклипсовались. Заклипсовались мы на дистанции примерно 60 метров и уже успели сделать по одному забросу. На первом же забросе мы получили поклевки. Паша поймал достаточно крупного, где-то вот такого бычка, я поймал мелкого окуня. Ловим мы на классические фидерные монтажи, я ловлю на патерностер, Паша ловит на инлайн. В качестве насадки мы используем бутерброд, червь и опарыш. Продолжаем рыбалку, посмотрим, что у нас получится.
А мы продолжаем нашу рыбалку. Сейчас мы обильно кормим точку, на каждом забросе добавляем в кормушку кукурузу и горох. Но сейчас у нас прямо на падении в толще воды клюет мелкая плотва, проклевывается синец и также иногда клюет чехонь. И сейчас я решил поставить кормушку закрытого типа, чтобы не пылить в толще воды и тем самым отогнать мелкую рыбу от моего кормового стола. Если это не сработает, мы будем укорачивать поводок. Это моща. Моща, да. Да, это аппарат. Лящ. Это аппарат, это долгожданный трофей. Сейчас около 7 вечера, ловим мы довольно-таки активно, но по-прежнему клюет как бы синец, плотва. Я принял решение ловить ту рыбу, которая пока ловится, потому что лящевой слизи на своих поводках я еще не видел. Из-за этого поменял полностью монтаж, поставил вертолеты 2 узла, поводок сантиметров 90 и крючок 12 размера. При первом же забросе получил поклевку бигфиш, это был ясь. Уже наступило утро, и перед тем, как собираться домой, немного подведем итог этой рыбалки. С одной стороны, данную рыбалку можно считать не совсем удачной, потому как в течение всего дня у нас клевала мелкая рыба, и это было не очень интересно. А когда я поставил кормушку закрытого типа и укоротил поводок, поклевки вообще прекратились. То есть данная манипуляция помогла отогнать мелкую рыбу, но при этом крупная рыба не подошла. Вот. А ночная рыбалка, на которую мы больше всего рассчитывали, также нас не порадовала трофейными поклевками. Но также есть и приятный момент. Эта рыбалка для нас стала особенной, потому как впервые в жизни каждому из нас удалось поймать язя.
Это очень порадовало и подняло настроение. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.